Первый вопрос такой. Интенсивность в чемпионате России после, ну, все-таки работал в English Premier League, самый интенсивный чемпионат в мире. Насколько отличается? И вообще, насколько наши футболисты подготовлены вот именно с функциональной точки зрения? In any European league, there are obviously significant differences. В любой европейской лиге есть свои отличия обязательно. Tactically as well as physically. Как физические, так и тактические особенности. So we here at ЦСКА have a certain way of playing. У нас в ЦСКА есть определенный способ игры. So therefore we have to now prepare the players in this part of pre-season. То, как мы играем, поэтому мы и готовим наших футболистов исключительно под наш чемпионат, то, как мы будем играть. To tactically fulfill their role. Чтобы они в тактическом плане выполняли свои обязанности. As an individual, a unit and a team. Так, будучи индивидуально на своих позициях, так и в целых в общекомандных действиях. And therefore they have to have the individual capacity to complete their role within the team. Чтобы они в индивидуальном плане могли справляться со своей ролью, которая им отводится внутри команды. So based on our tactics in possession and out of possession. Поэтому, основываясь на нашей тактике, когда мяч у нас под контролем, когда мы играем без мяча. That's how we're preparing the players during this pre-season. Это именно то, как мы готовим наших футболистов на этом предсезонном сборе. К сожалению, да, матчи Лиги Европы показали, что мы уступаем даже тем странам, которым раньше не уступали именно в интенсивности игры. И даже наши футболисты после матчей с соперниками из Австрии или Нидерландов говорили, что они были очень здорово подготовлены функционально, и порой мы не успевали. Группу выиграла команда из Хорватии. Что это значит? Well, I can't comment on those individual games or those individual clubs because I don't know anything about Dinamo Zagreb or Wolfsburg. Не могу комментировать вот эти индивидуальные команды, да, потому что я не знаю ни Динамо Загреб, ни Вольсбергер как таковые. All I now have is a better experience and idea of how we train, how we prepare, and how we play. Именно сейчас я вам лучше могу сказать о том, как мы тренируемся, как мы играем и как мы готовимся. So of course I can compare that to my previous British and European Конечно, я могу это сравнить с моей предыдущей британской и европейской работой. And therefore, we now have maybe slightly different methods of how we train and how we prepare. И поэтому у нас сейчас немножко наши методы тренировочные и игровые отличаются от того, что было. Hopefully over time, надеюсь, со временем, this will be and prove to be a significant improvement for us. And now that is obviously the intention and the aim. Это, собственно, и есть наша задача, наша цель. Надеюсь, со временем мы сумеем поднять все элементы и как бы развить их и сумеем достичь самой главной нашей задачи. So therefore, as you say, when we then play against other European opposition, и когда мы будем уже играть с нашими и другими европейскими противниками, then hopefully, as you've mentioned there, our physical capacity is not lower than as you've mentioned. Я надеюсь, тогда уже наши физические способности, как вы сказали, они не будут находиться слишком как бы ниже, чем способности наших европейских противников. Ну, один вопрос о российской лиге в целом, да, и потом я уже про ЦСКА только буду спрашивать. Вы наверняка заметили, что второй год подряд все российские клубы проваливаются в Европе. Даже «Зенит», который покупает дорогих игроков, который жеребится из первой корзины, полностью провалил Лигу чемпионов там, с одним очком из 18 возможных. Что это значит, опять же? Мы функционально не готовы? Или что происходит? Еще недавно Россия была шестой в таблице коэффициентов УЕФА, теперь падает. Ваше мнение очень интересно, правда? Good question. Хороший вопрос. Obviously, I don't know anything about Zenit, and I have no interest in Zenit. Абсолютно ничего не знаю про «Зенит», и, честно сказать, даже ничего не хочу про них знать, потому что это не моя область. But again, as you've rightly mentioned, there's obviously a contrast in how European versus Russian Premier League teams, how they train and how they play. Но опять же, как вы совершенно справедливо подметили, налицо существенный контраст между российскими клубами и европейскими, то, как они тренируются, то, как они выступают. So I know our aim at ЦСКА is to be dominant in Europe. Наша задача ЦСКА, конечно, доминировать в Европе.
and therefore, hopefully, as I've been asked, to bring some of those European methods to Russia to blend with what we already do. И как вот поэтому была поставлена задача принести определенные европейские методы и попытаться их смешать с тем, что уже здесь действует и как бы хорошо развито, и чтобы получить определенную вот такую вот взаимосвязь. With the already very good things that we already do. Потому что здесь есть ряд очень хороших вещей, которые очень хорошо работают, и то, что мы как бы успешно здесь уже делаем и используем. With our young developing squad of players. С учетом нашей молодой, многообещающей перспективной команды. Then I think as they grow and mature physically, mentally, tactically, technically. Сейчас, когда ребята будут расти физически, морально, технически, тактически, будут прибавлять во всех компонентах. This blend of a maybe slightly different approach. Вот эта вот смесь немножко, может быть, чуть иного подхода к тренировочному процессу. Will hopefully not only benefit those younger players, but our more experienced type of players as well. Пойдет на пользу не только вот молодым подрастающим нашим игрокам нашей надежды, но и уже опытным, достаточно зрелым игрокам тоже им пойдет на пользу. Теперь вопросы по подготовке конкретной, которая идет сейчас. Это очень сильно отличается от того, что здесь было раньше. Много лет мы тут наблюдали совсем другое. Давайте так. Вы наверняка знаете, как это все было, да? Вы же изучали, наверное, перед приходом, что тут было. Вопрос такой: почему выбрана именно такая программа? Я могу предположить, что, конечно, сейчас меньше дней на подготовку, всего 33. Обычно было 45 плюс-минус. Что команда играла полгода до этого практически без пауз. Но есть ли что-то еще? We currently, from day one in Campo to our first league game back in Moscow. С первого дня с начала тренировочных сборов в Кампоморе до нашей первой официальной игры в Москве. We'll have a 6-week period. У нас 6 недель. So, for me, in terms of timelines of starting and finishing pre-season, для меня с точки зрения начала и окончания предсезонной подготовки, that's fairly normal for me. Это абсолютно нормальный интервал, нормальный промежуток времени для меня, не больше. So in terms of the structure of how we now do our weeks, с точки зрения нашей структуры, как мы делаем нашу недельную подготовку, and the content within each individual day, и наполнение наших тренировочных занятий в рамках конкретного дня, I think that's what you're referring to in terms of the differences. Мне кажется, вот именно об этом вы сейчас нам говорите, как бы ссылаясь на то, что сейчас налицо существенные перемены. Ну, потому что раньше сразу ошарашивали. В день прилета прямо тренировка, и потом 10 days, 10 дней подряд, двухразовые, с гольф-полями и так далее. У вас подготовка гораздо более мягкая, более гибкая, больше мяча в упражнениях, даже если тренировки 2. Вот это очень интересно. It's very interesting that you use lots of, ball exercises, ball drills within your program. We're football players. Мы же футболисты. That's why. Поэтому мы играем с мячом. You're probably the first person that's ever referred to one of my pre-seasons as gentle. Вы, наверное, первый человек, который охарактеризовали мою предсезонную подготовку как очень мягкую. Гибкую, я бы сказал больше гибкую. I would rather say flexible, right? Okay. Хорошо, гибкая подойдет, да. I'm not sure the players would agree with you in terms of being gentle. Я бы не был так уверен, что футболисты согласятся с вами, как вы сказали, что очень мягкая предсезонная подготовка. Очень спокойная. Ну вот здесь сидел на этом же кресле, где вы сейчас сидите. Влашич, наш лидер. И сказал, что ему очень нравится то, что сейчас происходит. Вот Макс переводил свидетель. Вы скажите, нагрузку получат, да? Просто она вот начнется скоро, серьезно. Достаточно. Они уже начали получать нагрузку. But what they now have in terms of a structure of a week, что они сейчас получают с точки зрения структуры недельной работы, is we have an undulating approach to the load. Undulating. Мы как бы видоизменяем, мы меняем, у нас идет вот то вверх, то вниз. So it goes up, it comes down, it goes up, it comes down. Подготовку мы поднимаем ее наверх, потом она чуть опускается, потом опять поднимаем, и вот так вот мы ее как бы вверх-вниз.
So when it's a high-loaded day and a working day, когда это, например, день тяжелой нагрузки, then it's a big load. Конечно, And it's an в этот intense день load. на них выпадает очень большая загруженность, и да, это можно сказать, что это очень интенсивный день. But they are two different, very specific types Но of training есть load. очень две как бы различных специфических вида нагрузок. And then when we have one single session, И когда у нас есть одна тренировка в that день, doesn't make it lighter. это не делает и более легкую работу. It makes it a contrast and different to the day before, which was two sessions. Это идет существенным контрастом по отношению к предыдущему дню, когда было 2 тренировочных сессии. So as the week То progresses, есть по мере того, как бы мы идем по неделе, there's a different tactical and physical emphasis to each day. различные тактические и физические цели, которые мы пытаемся преследовать в каждом из дней. Вот это один из оставшихся вопросов. Будет еще 2-3 вопроса и все. Вот я как раз хотел вам сказать. Я заметил, что у вас очень здорово сочетаются в одних упражнениях и на физику, и на футбол. Это большая редкость на самом деле. Вот, очень хорошо сочетаются. Это ваши прежние наработки? Или все-таки вы конкретно под ЦСКА что-то, какие-то корректировки вносите? No, this is how I've worked for many years. Это то, как я работал много лет, сочетая my coaching licenses мою как бы тоже тренерскую профессию with my academic qualifications, which с are моей physically dominated. университетской квалификацией, да, с моим университетским дипломом по части физподготовки. То же самое было и в Ливерпуле, то есть, да, и так далее. Ну еще буквально про ЦСКА. Кто у нас тут в ЦСКА особенно физически хорош? Who is especially good at physical activity? Who is so good physically with CSKA? They all are. Они все очень хорошие. Красивый ответ, да? Красивый. Ну хорошо, а если мы сравним функциональное состояние, подготовленность этих игроков ЦСКА с тем, что вы привыкли видеть в English Premier League? I think we've got a very good potential within the squad. Потенциал в этой команде. We have a good platform to start from, Очень хорошая стартовая платформа. which we obviously started on Monday. И, конечно, мы, безусловно, в понедельник уже начали развивать. And I think with these players, there's a lot of potential to improve tactically, physically, technically, mentally. У этих ребят очень большой как бы, путь для развития, очень большой маневр, так скажем, для развития тактически, ментально, физически, не знаю, технически. То есть это очень хороший материал. Команда может серьезно прибавить, так я понял. Yes, we're in a nice place at the moment. Мы сейчас в очень хорошем месте и находимся. It's been a good first week. Первая неделя у нас прошла просто замечательно в нашей подготовке. The load will gradually progress players. Нагрузка, которая будет предлагаться, она будет постепенно развивать наших игроков. In an aggressive but safe way. В достаточно агрессивном, но безопасном режиме. And obviously, as I mentioned, that will be tactically driven and supported physically. Как я уже сказал, направленность будет в тактической плоскости, да, и подпитка будет физическими упражнениями, чтобы они были тактически обученными и физически подпитанными. Спасибо. Спасибо.